Это четвертый и последний фильм о Геркулануме, городе, который погубило извержение Везувия в 79 году нашей эры. Геркуланум погиб в результате пирокластического потока, который 6 волнами накрыл город в течение суток. Мы подробно говорили о том, как жили люди в этом морском курорте и как они погибли. Этому были посвящены первые 2 серии. Совсем рядом с городом находилась вилла Деи Папири, как ее сейчас называют. И на этой вилле было найдено огромное количество произведений искусства. Фрески, мозаики, скульптуры, мраморные и бронзовые. Самое большое количество скульптур, когда-либо найденных в одном месте. Вот им-то была посвящена 3 серия этого фильма. Все это, конечно, замечательно. Фрески, скульптуры, мозаики. Но самое главное не это. Самое главное, на вилле Деи Папири была найдена огромная библиотека папирусов. Дело в том, что во время извержения она моментально карбонизировалась и таким образом сохранилась. Сколько этих папирусов было, никто не знает. Больше 1000. 1100, 1800. Разные источники дают разные данные. И это единственная классическая библиотека, дошедшая до наших дней. У нас, правда, есть библиотека Ашурбанипала в Британском музее на глиняных табличках, в том числе поэма о Гильгамеше. Есть важные папирусы в музее папирусов в Вене. Например, вот эти 38 упражнений по стереометрии или вот эта книга Ксенофонта. Однако никогда еще в руки современного человека не попадала большая классическая библиотека, да еще и найденная в одном месте. Карл Вебер, швейцарский военный инженер, который первым копал виллу, мы подробно говорили о нем в предыдущем фильме, оставил нам вот эти чертежи, по которым можно увидеть, где именно была найдена библиотека. Таких мест, собственно, 4. Комнаты 5, 8 и 16 и таблинум. Это такой офис, где хозяин дома принимал клиентов. Ну вот, и что же произошло со свитками, с этим бесценным открытием? Это очень грустная история. Поначалу их приняли просто за уголь, и многие сожгли. Некоторые попали под дождь, редки в тех местах, и размокли и превратились в такие просто слежавшиеся бруски неправильной формы. Через какое-то время люди поняли, что это древние папирусы, причем произошло это совершенно случайно. Один из них упал, разбился, и когда его поднимали, да тут что-то написано. В общем, поняли люди, что это древние папирусы, и попытались их развернуть. Для этого сначала пригласили некоего художника Камило Падерни. Почему художника? С какой стати художника? Люди пытались подойти к этому со своим опытом и со своими знаниями, которых на тот момент в этой области было 0. Вот, Падерни разрезал свитки вдоль для того, чтобы посмотреть, что там внутри, и прочитать какие-то отдельные буквы. Все остальное он просто соскабливал.
были обработаны сотни свитков, причем брались лучшие. Таким образом, эти свитки потеряны. Затем пытались залить папирус ртутью, он просто рассыпался под тяжестью. Пробовали использовать растворители и какие-то химические вещества. Таким образом, уничтожили еще множество свитков. Наконец, неаполитанский король, а это был Карл III Бурбон, обратился за помощью в Ватикан. Оттуда прислали довольно грамотного специалиста. Это был падре Антонио Пьяджо. Он пытался наклеивать на верхние слои тонкие кусочки кожи, а потом постепенно отслаивать с помощью вот такой машины. Это вот его чертеж из того времени. Мы эту машину видели и на выставке на Вилле Гетти, о которой я говорил в прошлый раз, и в Национальном археологическом музее Неаполя. При этом осыпающиеся кусочки папируса подклеивали, когда могли. Полученную таким образом ленту выравнивали. Попробуйте разгладить жареную чешую от картофелины. И сушили под прессом. На первый свиток ушло 4 года, по несколько миллиметров в день. А свитки длиной, бывает метров 15. В общем, падре Пьяджо потратил на эту работу 40 лет жизни. И его часто критиковали за то, что он слишком медленно свитки раскручивает. Да, и некие повреждения там тоже были, потому что Пьяджо должен был соскабливать несколько верхних слоев для того, чтобы хотя бы начать свою работу. В общем, к концу XVIII века развернули всего несколько свитков. Оказалось, что в основном это философские трактаты Филадемуса Гадарского. Мы еще о нем поговорим. Однако к этому времени библиотека папирусов стала важной политической валютой неаполитанской короны. Свитки продавали, обменивали, дарили важным особам. Существует история, неизвестно правдивая ли, что однажды 18 свитков обменяли на 18 кенгуру. Разразился скандал. В общем, в результате этого свитки оказались в разных городах Европы. Копенгаген, Париж, Оксфорд, Берлин, и так далее. Наконец, в 1802 Оксфорд прислал грамотного специалиста, который за несколько лет развернул несколько сотен свитков. В основном это были философские трактаты. Но потом пришел Наполеон. Этот самый оксфордский специалист должен был бежать из Неаполя, но он захватил с собой кучу материалов, которые теперь находятся в Оксфорде, и это единственное свидетельство о свитках, которые уже не существуют. Затем придумали так называемый метод Осло. Неплохой, но свитки ломаются примерно через каждый сантиметр. При этом свиток частично утрачивается и очень быстро ветшает. Затем ученые пытались восстановить текст через микроскоп, меняя угол зрения. Иногда посреди текста оказывался кусок текста из другого слоя, который слипся с тем, что ученые пытаются прочесть. В результате у тебя может быть около половины текста, или больше, или меньше, но о чем там говорится, неясно. Насколько же лучше выглядят египетские папирусы в Вене? Далее. Свитки написаны черными чернилами по обугленной, теперь тоже черной, основе. Как читать черное на черном?
В конце 20 века, да, а до начала 20 века использовалась машина Падре Пьяджо. Американские ученые предложили технологию НАСА, которая использует тот факт, что чернила и основа, папирус, отражают свет по-разному в инфракрасных лучах. Это был прорыв. Вот несколько откликов ученых. После того, как я увидел этот текст в инфракрасных лучах, я понял, что до этого смотрел на него вверх ногами. О, я думал, что это на латыни, а это-то на греческом. Слушайте, я раньше мог прочитать там 3 буквы на этом фрагменте, а теперь 60. В общем, это был действительно прорыв, который привел к пересмотру всей папирологии, связанной с Вилла де Папири, да и не только этой области. Теперь, где-то к 2019 году оформился еще один подход, который использует своего рода компьютерную томографию, то есть неинвазивный, бесконтактный метод, так, чтобы свитки вообще не нужно было бы разворачивать. То есть проект начался вроде бы в 2015, но к 2019 году появились некие обнадеживающие результаты. В этом проекте участвуют сразу несколько университетов, ученых, программистов, специалистов из разных стран. Они используют еще и искусственный интеллект. Ну вот, к 2019 году появились довольно интересные результаты, которые были связаны и с улучшением технологического оснащения проекта, и с новыми идеями. В 2023 году произошел серьезный прорыв, и был запущен конкурс, о котором сейчас довольно часто появляются публикации. Руководителем всего этого проекта является Брент Силс, информационщик из университета в Кентаки. Нет, это он, конечно, не свитки держит в руках, а их копии, напечатанные на 3D-принтере. Да, а к этому моменту из Франции прислали 3 свитка, первые, которые оказались когда-либо на американской земле. Ну вот, начало у этого проекта было совсем нерадужным. Во-первых, в него никто не верил. Скептики говорили: мы научимся читать свитки из Геркуланума после того, как свиньи научатся летать. Есть такая метафора в английском «when pigs learn to fly», то бишь никогда. «Ах так?» – сказал Силс. «Ну тогда вот эта фигурка, найденная на Вилле де Папири, которую мы показывали в предыдущем фильме, стала символом проекта». Ну вот, как только в 2019 году проект перешел на новую, гораздо более серьезную фазу, начались катастрофические пожары в Калифорнии, и команде пришлось просто эвакуироваться. Справились с пожарами, начался ковид, который вообще остановил все работы. Но, как мы знаем, это все закончилось. К этому времени у проекта, естественно, появилось несколько ключевых фигур, определилась методология, направления, основные принципы. В какой-то момент Силс опубликовал 1000 трехмерных изображений 2 свитков, а также информацию о программе искусственного интеллекта, которая была обучена читать буквы, оставленные черными чернилами, и объявил конкурс среди ученых и программистов, на каковой конкурс отозвалась куча народу из многих стран. Приз довольно большой,
за этим стояли деньги Силиконовой долины, выиграло трое молодых людей из Египта, Швейцарии и США. Им удалось прочитать сотни слов из 1,5 десятков колонок текста. Конечно, это только 5% от всего текста свитка, но это уже 5%. Ну вот, награждение победителей этого конкурса произошло на мини-конференции весной 24 года на вилле Гетти в Калифорнии. Очень многие из материалов, которые я здесь показываю, это то, что было представлено на этой мини-конференции. Я совершенно не специалист в этой области. Более того, я просто не понимаю, как они достигли этих результатов, поэтому, конечно, могу что-нибудь напутать и заранее прошу прощения. А результаты были получены действительно впечатляющие. То есть дистанция с 19 по 23 годы была пройдена огромная. Вот только что расшифрованный свиток, точнее часть текста, и надо сказать, что участвовало в этой работе множество организаций из разных стран. Каждый вносил свою лепту. Вот, например, мадам Берар из Франции, которая, собственно, привезла сюда слитки. И можно видеть, с каким напряжением она смотрит на человека, который вот сейчас с этими бесценными свитками работает. Конечно, ведь результат зависит от стольких факторов. От того, под каким углом повернут свиток, от разрешения электронного микроскопа, от того, насколько хорошо тренирован искусственный интеллект на распознавание этих текстов, от обработки данных, в конце концов, и от сотни других факторов. Вот усилия по распознаванию чернил, разделения изображения чернил от основы. Вот разные попытки сканирования. Вот идентификация слоев в свитке и их виртуальное разделение. Вот тренировка искусственного интеллекта. Перед нами постепенно проступает структура свитка, структура документа, который был написан 2000 лет назад. Причем это виртуальное разворачивание свитка. И мы видим, как постепенно меняется результат. Просто поразительно. Вот тексты Сенеки, Эпикура, Филадема Гадарского. Выяснилось, как умер Платон, что происходило с ним в последние минуты его жизни. Выяснилось также, что он был продан в рабство тираном Сиракуз Дионисиусом на несколько лет раньше общепринятой даты этого события. Ну вот, будущее этого проекта не ясно, его руководство оптимистично, но уж больно дорого все, что с этим связано. Вот примерная прикидка только одной части работ – сегментации. Но вернемся в Геркуланум. Вот участники проекта на Вилле Деи Папири.
В этой комнате было найдено много папирусов. Некоторые папирусы лежали на полках, но многие были разбросаны по всей комнате. Как будто в последний момент люди пытались найти главное и спасти, что могли. Интересно, что в центре некоторых папирусов сохранились такие деревянные палочки, на которых они были накручены. Вот здесь на картинке видно. Ученые надеются найти другие части библиотеки, ведь скульптуры находят на вилле до сих пор, пока ведь только верхние этажи трехэтажной виллы были раскопаны. Однако денег на новые раскопки нет, потому что даже то, что уже раскопано, не может быть сохранено. Не хватает людей, не хватает денег, и мы постепенно теряем даже те свитки, которые дошли до нас. Правда, создана цифровая библиотека тех свитков, которые уже развернуты или виртуально развернуты. А пока Vesuvius Challenge Project объявил новый конкурс. Ну вот, так что же это за вилла все-таки? Кому она принадлежала и что с ней связано? Пора поговорить об этом подробнее. Теперь считается, что эта вилла была центром эпикурейской школы. Мы ведь знаем, что любимым местом Эпикура был как раз Геркуланум. И руководил этой школой поэт, философ, эпикуреец Филадем Гадарский, который учился у Зенона и который, собственно, умер в Геркулануме. Вот далеко не полный список известных нам работ Филадема Гадарского. Для расшифровки свитков Филадема, найденных на вилле, создан международный проект Philademus Project. Теперь, покровителем Филадема Гадарского был Луций Калпурний Пизон Цезанин, тесть Цезаря, который и считается строителем и владельцем этой виллы. Кем же был этот человек? Род Калпурниев был хорошо известен в Древнем Риме. Вот список членов только одной его ветви, той, к которой принадлежал и Луций Калпурний Пизон Цезанин, просто из Википедии. Род этот вел свою генеалогическую линию от Кальпа, сына второго царя Рима Нумы Помпилия, в свою очередь сына Ромулуса. Это тот самый царь, который придумал наш юлианский календарь, с небольшими изменениями. Нума умер 80 лет, оставив по преданию большое письменное наследие. Свои книги он завещал похоронить с собой вместе. Через 500 лет, во II веке до нашей эры, в Риме нашли 2 каменных оссуария. В одном из них были останки Нумы Помпилия, по другим данным он был пуст, но в другом нашли 2 связки книг, 7 юридических книг на латыни и 7 философских книг на греческом. Это были книги, написанные Нумой Помпилием, и книги неповрежденные. Представители городских властей начали их читать и немедленно сочли опасными с религиозной точки зрения. Делом занимался трибунат плебса, а затем и сенат. Книги признали опасными и сожгли. А местонахождение могилы Нумы Помпилия неизвестно до сих пор. Вот от Нумы Помпилия и вел свой род Луций Калпурний Пизон Цезанин, который стал тестем и союзником Цезаря
и врагом Цицерона. Умер Цезанин, по-видимому, в 43 году до нашей эры. Кстати, его сын тоже был консулом в 15 году до нашей эры. Ну, вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать об этом человеке, а также о судьбе свитков Виллы Деи Папири, о самой Вилле, ну и о Геркулануме.